Добро пожаловать на наш канал Me Travel By. Здесь мы, Сергей и Юля, делимся нашими путешествиями. Сегодня мы расскажем о нашем опыте прохождения Tour de Mont Blanc, одного из самых захватывающих маршрутов в Европе. Это круговой маршрут протяженностью 170 километров, проходит через 3 страны – Францию, Италию и Швейцарию. Суммарный набор высоты на этом маршруте составит около 10 тысяч метров, что можно сравнить с восхождением на восьмитысячник, но в более доступной и растянутой форме. Мы прошли весь маршрут за 10 дней и поднялись на максимальную высоту 2600 метров. Несмотря на это, маршрут не требует покорения экстремальных вершин и подходит для любого физически подготовленного человека. Если вы решите отправиться в свой первый Tour de Mont Blanc, советуем идти против часовой стрелки, как сделали мы. Такой маршрут считается более пологим, безопасным и подходит для новичков. На этом графике виден приблизительный перепад высот. На некоторых местах он достигает 1300 метров, и наши колени ощутили это на себе в полной мере. Маршрут проложен через множество горных приютов или рефуджио, где можно остановиться на ночлег. Рефуджио – это оборудованные места, но стоит помнить, что подъемы между ними могут быть довольно сложными, так что приготовьтесь к серьезным нагрузкам. Также есть возможность идти весь маршрут с палаткой и останавливаться в кемпингах. У нас получилось 2 ночи в рефуджио и 8 ночей в палатках. Наиболее популярными точками старта маршрута является итальянский город Курмайор или французский Лизуж. Он же и является официальной точкой начала Tour de Mont Blanc. Наше путешествие началось в итальянском городе Курмайор, где мы оставили машину и отправились в путь. Мы следовали по классическому маршруту против часовой стрелки в сторону Шамони. Если бы что-то пошло не так, мы бы могли быстро вернуться в Курмайор на автобусе через тоннель, который соединяет 2 этих города. Это дало нам уверенность в том, что даже в случае непредвиденных обстоятельств у нас был запасной план. Первый день мы шли по итальянской долине Вальфаре. В этот день мы поднялись на высоту 2000 метров и вышли к рефуджио Бонатти, набрав 800 метров от стартовой точки в Курмайоре, любуясь по пути роскошными видами на ущелья, горные реки и водопады. Наш старт был в 8 утра, и уже к 3 мы были на месте. Нужно признаться, что первый день дался нам очень непросто. Тяжеленный рюкзак, подъем, отсутствие привычки и палящее солнце сделали свое дело. Было принято решение снять отдельную комнату стоимостью 80 евро с человека. Да-да, вы не ослышались. Цена за простенькую комнату в стиле советской гостиницы – это был явный перебор. Зато комната отдельная, и обалденный ужин и завтрак были включены. Особенностью является душ по жетонам. Нигде более на маршруте такого мы не встретили. В целом рефуджио был очень уютным. Доброе утро! Сегодня второй день нашего пути.
И в отличие от вчерашней погоды, сегодня все затянуто такими плотными облаками. Там он вообще ничего не видно. Вообще ожидается гроза в ближайшее время, поэтому еще надо бежать. Из рефуджия Вольтер-Банати вам предстоит спуститься до 1700 и затем снова подняться на перевал 2500, разделяющий Италию и Швейцарию. Не тяжелый, но продолжительный подъем и спуск. По дороге вас ждут потрясающие виды. В Швейцарии суслики и долины, как из их обитания. Все зеленое, бегут водопады, очень красиво. Мы добрались до рефуджия Елена, который находится на высоте 2061 метр над уровнем моря. Планировали здесь переждать грозу, но с учетом того, что такие планы были не только у нас, мест уже не было, и мы побежали дальше. Почти 2500. Идти тяжело. Дышать тоже тяжело. Но мы почти дошли. Перевал, оттуда уже все вниз будет проще. Все, погнали, начинаем спуск. Ночевка у нас была в кемпинге Des Glaciares. Всех туристов селят вместе, так что у вас будет время присмотреться и познакомиться. Стоимость 35 евро. Сюда входит душ безлимит и место для палатки. На территории много различных активностей. На ресепшене можно заказать хлеб и круассаны, а утром забрать и также выпить кофе. В общем, нам все очень понравилось. Значит, мы в палатке. Это люкс. Но здесь очень комфортно. Мы, как и просили, дождь начался, когда мы успели ее вроде как поставить. Ну, не факт, что мы ее успели поставить. Вот, потому что пошевелиться в ней невозможно. Серега недоволен. А мне очень весело. Приготовление. Значит, открыть. Открываем. Раз, извините, двинуть. Вот. И залить 350 грамм воды. Сейчас будет. И закрыть, подождать. По сути, все. Лапочка. Наша стоянка, наша вообще. Наш лагерь. Сушатся вот шмотки. Палатка выглядит вот так. Это самая маленькая палатка, в которой я вообще хоть когда-либо бывал. То есть вот она вся. Внешне она кажется большой, но там прикол в том, что там еще есть так называемый типа санитарный модуль. То есть вот типа вот так.
Сегодня утро третьего дня. Вчера нас внезапно срубило, часов 8, наверное, вечера. Мы проснулись вот только сейчас, в 7 утра. Вот в этом палаточном городке. Сейчас вообще прям капец-капец какой туман. Сегодня нам предстоял переход 18 километров через деревни Швейцарии. В основном мы шли на высоте 1100-1580 метров и в конце дня дошли до озера Шампе. Озеро бодрит, вода ледяная, как горной речки. Спокойная дорога, только в конце вам нужно будет преодолеть подъем и спуск где-то на 500 метров. Остановились мы в кемпинге Ракалес. Обошелся он нам 16 евро. Душ с теплой водой безлимит. Сам по себе кемпинг небольшой, но всем хватило места. У нас сейчас 7:44. В принципе, не так и плохо, лучше, чем вчера, но хуже, чем могло быть. Расскажи, куда мы идем, как мы идем? Мы взяли себе, по идее, достаточно легкий маршрут, но вчера он тоже, по идее, должен быть легким, но в итоге мы пришли 25 километров. Сегодня по плану 15 километров. Но, скорее всего, это будет 25. Сегодня нас ждала долгая дорога, длительный подъем и такой же спуск. Мы выбрали маршрут попроще. 1500 подъем до 2000 и спуск опять на 1500. Получилось что-то около 20 километров.
Здравствуйте. О, бонжур. Бонжур. Ола. Forward, look out. На 2000 есть ресторан Бавине, где вкусно пахло, так и готовят в печи. Но нам предложили только напитки, и каким-то чудом Сергей выпросил десерты. Так как мы пришли в одно время с организованной группой, то нам не хватило еды. Во все подобные места еду доставляют на вертолете, поэтому стоимость соответствующая. Но если вы любите все новое, то рекомендую попробовать. Все блюда очень колоритные, и где вам еще будет так вкусно, как не в походе. По дороге к кемпингу вы будете проходить перевал Ля Форклаз. Там есть мостик с прозрачным полом, решеткой. Но если вы боитесь высоты, то есть дорога в обход. Спуск здесь, конечно, просто топовый. Ступенька, наверное, по полметра высотой. Мостик просто топовый. Воу! Ночевали мы в Ле Пяти. Это очень маленький и дешевый кемпинг. 6 евро. Вечером приходит женщина, ну и вы ей платите. Здесь есть туалеты и очень классные безлимитные душевые. Рядом с кемпингом есть приют. Но в тот день что-то случилось, и еды там не оказалось. Вот в таких случаях и пригодились наши сублиматы. Поэтому, на всякий случай, рекомендую всегда иметь с собой какой-то перекус. Утро 5-го дня. 5-го? 5-го. 5-го. Идет, всю ночь шел дождь, ливень, ураган, гремело, сверкало, топило, сносило. Короче, утром продолжает идти дождь, поэтому сборы у нас такие стихийные. Вот, все мокрое. Ну, мы уже поели, так что сейчас быстренько спакуем палатку и пойдем. Что у нас на завтрак? Вот так вот выглядело место нашей ночевки. Там вот стояла, вот еще серенькая палаточка стоит, чуть-чуть дальше стояла наша. Сегодня нам предстоял переход через перевал 2200. Мы покидаем Швейцарию и перемещаемся во Францию. За день прошли мы 15 километров. Маршрут очень красивый и не тяжелый. Относительно, конечно. На перевале находится шале де Балме, где можно пополнить запас воды и перекусить. И вот еще такой момент. Не знаю точно, с чем это связано, но во Франции поилок с водой мало. Много перекрытых, много заброшенных, и воду приходилось покупать. Иногда за достаточно большие деньги, 1,5 литра за 13 евро. Имейте это в виду.
Спускались мы не самым интересным маршрутом, вдоль подъемников. Наверное, стоит выбрать альтернативный маршрут. Остановились в этот день мы в самом маленьком кемпинге за весь маршрут – кемпинг Баярна. По-моему, 60 евро за человека с ужином и завтраком. Пожалуй, это была самая невкусная еда на всем маршруте. Вода безлимит, но душ контрастный. Все, что мы здесь покупали по меню, сыр с колбасами, багет, было превосходно. А вот ужин и завтрак так себе. Поэтому рекомендую купить просто сыр, багет и колбасу. Также тут можно приобрести сувенирку, наклейки, майки и прочее. Минут турецкий. Ну все, сегодня 6-й день. Сидим с пустыми вон тарелками. Вообще полностью с пустыми. Батон тоже он красивый. Ой, ну сейчас будем есть что-то. Всегда мечтал залезть до горы с огромным рюкзаком. Итак, в этот день нас ожидал самый неприятный кусок дороги с лестницами. Если вы не боитесь высоты, то физически там нет ничего страшного. А вот если у вас начинает кружиться голова, подкашиваться ноги и прочие прелести, то обещаю, скучно не будет.
Прошли мы совсем немного, 12 километров, максимальная высота 2120. Но стояла адская жара, а идти надо по скалам, и кустиков и деревьев нет, поэтому становится очень жарко. Планы были дойти до Лизуш, но стало понятно, что спускаемся в Шамани на ночевку, а утром продолжаем путь. В Шамани мы остановились в кемпинге Ле Аролис. Стоило это 20 евро всего. Есть душ, вода теплая и безлимитная. Людей там очень много, множество альпинистов. Очень интересно порассматривать снаряжение гораздо более подготовленных людей. Памятник покорителя Монблана. Покорение Монблана произошло 8 августа 1786 года после неоднократных попыток двух жителей Шамани – Мишеля Габриэля Пакара и Жака Балма. Сам по себе город просто сказка. Очень красивый, уличные музыканты, кучу ресторанов и просто потрясающая архитектура. Пройдено 18 километров. Самая высокая точка на маршруте 2,460. Вас ждут потрясающие виды, немного лестниц и длиннющий спуск 1500 метров в Лизуш. Подъемник начинает работать только в 8 утра, поэтому мы начали утро с пекарни, где покорили по одному Монблану. Воду мы не купили, и это был наш промах. Как я упоминала, во Франции проблемы с поилками. Вот настал тот момент, когда Сергей примерил таки 2 рюкзака. Не знаю, с какого перепугу, скорее всего жара, но мне стало плохо. Let's go. Рефуджио де Белочат находится на высоте 2160 метров.
Пожалуй, это был самый тяжелый и затяжной спуск на маршруте. Водой запасайтесь в Шамани, иначе придется покупать за 13 евро 1,5 литра в приюте. Поилок по дороге нет. Так как традиционная точка старта это Лизуш, то для 90% это последний день на маршруте. И после этого мы шли уже совсем другим составом. Прям грустно как-то сроднились уже за 7 дней. Под звуки где-то начинающейся грозы мы таки добежали до Лизуша. Быстренько сфоткали рамку старта маршрута и заселились в наш кемпинг Белевью за 16 евро. Уже сегодня 8-й день. Сидим, палатку уже сложили. Сидим, завтракаем, кушаем, что Бог послал. За день пройдено 21 километр. Дорога в основном по долинам, деревням, через водопады, ручьи и реки. Ночевка у нас была в диком кемпинге Эйра де Бавияк на 1500 метров. Палатку можно ставить после 7 вечера. Из удобств горная холодная река и туалет. Это был странный день. Мы заходили по дороге в разные места, и нам везде говорили, что кухня не работает. По идее, можно встать в кемпинг Ле Пантет возле озера. Там будут все удобства, но тогда ваш следующий без того непростой подъем будет длиннее. Тут полезная инструкция, если коротко, то к коровам подходить нельзя, так как их охраняют собаки. И на этом участке дороги это действительно так. Так, 8-я ночевка в диком кемпинге. Здесь можно ставить палатки после 7, то есть он официальный, но ставятся палатки от 7 до 9, по-моему, возможно. Место офигительное, из удобств есть только туалет. И такой на опилках можно помыться в реке, там же можно постираться, там же можно приготовить кушать. Все это дело компенсируется потрясающим видом и очень небольшим количеством народа. Ну как? Фонарик уже можно выключить. А? Фонарик уже можно выключить. Значит, дубль 2 рассказываю про сегодняшнюю потрясающую ночь. Значит, ночью просыпаюсь.
вспышки в глазах, фиолетовые. Вижу Сергея, говорит, все, значит, автобус, ищи, спускаемся, у меня за сетчатки, я вижу вспышки, срочно надо что-то делать. Серега такой, бля, я тоже вижу вспышки, что делать? Он говорит, у нас двоих. Открываем палатку, небо звездное, просто все, что там галактики другие видны. И где-то такая гроза идет, просто гремит, а у нас еще река течет рядышком. Короче, в общем, такая поездка отменяется. С глазами будет все в порядке. Этой ночью было градусов 5. Наконец понадобился пуховик и шапка. Очень влажно и сыро, но красиво. Так как предстоял долгий подъем, то встали мы рано, в 4 утра, чтобы не подниматься в пекло. За день мы прошли 15 километров, с 1500 до 2660 и спуск на 1900. Красивые виды и очередной затяжной и очень крутой спуск, пожалуй, топ по крутизне. Так, 10 утра мы дошли до 2300 с 1500 за 7, 8, 9, 3 часа. Вон идет козел. Я очень надеюсь, что он не пойдет на меня, потому что я его боюсь. Козел иди куда шел. А он бодает и руган выставляет. И что мне делать? Он реально идет ко мне.
если здесь не будет мест, то следующий отель только через 4 часа. Вот. Короче, вот это вот где вот все, что вы сейчас видите, это не подумайте, это здесь не барак, где живут там рабочие. Это общая комната в схрониска, завтрак, ужин и такой ночлег стоит 50 евро. На человека. На человека. Наши вот эти 4. Ночевали в Рефуджио де Мотрос на высоте 1824 метра. Стоимость на человека 60 евро. Завтрак и ужин включен. Душ контрастный, но безлимитный. Очень душевное место. Еда вкусная, вечернее шоу просто вау. Рекомендую. Привет! Сегодня 10-й день. Всю ночь был такой ветер, сейчас тоже, что реально там, я не знаю, сносило, там что-то крышу срывало. Мы ночевали в том самом схрониске, который я вчера показывал. Опозданий. Утро. Часов еще 8 нет. Все! Идем на высоте 6800. Шутка, конечно. 2000. Этой ночью был просто какой-то ураганный ветер. На утро опять понадобился и пуховик, и шапка. В этот день нам предстоит дорога из Франции в Италию. Завершающий рывок. Если у вас есть время, то можно его разделить на 2 дня. Там в долине есть кемпинг и приют. Прошли 25 километров, 2 спуска и 2 подъема. Бонжорно, сеньори! Мы только что покинули благословенную Францию и зашли в благословенную Италию. Мы покинули страну батонов, зашли в страну пиццы, где пиццы нет.
Материться. Все, мы только что сделали последние 2400, и мы теперь идем вниз. А там, да. Там Курмайор. В конце нашего маршрута погода начала портиться. Мы немного пересидели в рефудже Лерандо, очень душевное местечко. После мы все же решили спускаться под раскаты грома и успели на фуникулер. Ночевали мы в том же отеле, что и в начале нашего путешествия – Hotel de Garcias. Судя по прогнозу, в городе Курмайор сейчас херачит гроза. Я вижу глазами Курмайор, грозы я там не вижу.